Вчера купила вот такой качан капусты и думаю, что бы с ней такое приготовить. Такая капуста идеально подходит на голубцы, но в этот раз у меня было мало времени, поэтому пришлось придумать что-нибудь быстренькое. Только посмотрите, какой интересный разрез у капусты. Долго думать не пришлось, в моей кулинарной тетрадке с рецептами нашла мамин любимый рецепт ленивых голубцов, а я их просто обожаю. Так что решено, сегодня будем готовить ленивые голубцы. И если вы так же, как и я, любите домашние котлетки и ленивые голубцы, приглашаю вас приготовить этот рецепт вместе со мной. Сразу подпишитесь на канал, чтобы не потерять рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы не пропустите ни одного моего нового вкусного видео, которое выходит на канале 2-3 раза в неделю. Мы нарезали капусту, здесь где-то грамм 500-700. И вот таким вот образом дополнительно измельчаем капусту, чтобы она была помельче в наших котлетках-голубцах и сильно не выделялась своей грубой текстурой. Поэтому измельчаем капусту достаточно мелко ножом. И теперь берем кастрюльку или большую сковородку, сотейник, отправляем в кастрюлю капусту. Капусту для ленивых голубцов можно подготовить разными способами. Я знаю 3 способа, самых простых и доступных. Можно капусту отварить, можно припустить с небольшим количеством растительного масла, а можно просто залить капусту кипятком и оставить минут на 10-15, чтобы она стала мягкой. Я выбираю самый простой классический способ, заливаю капусту водой, отправляю на плиту и буду варить где-то минут 5-7 до мягкости капусты. Сразу добавлю к капусте немного соли, буквально чайную ложку. Все перемешиваю, довожу до кипения, и когда капуста закипит, варю 5-7 минут с момента закипания. И пока варится капуста, не будем терять время. Подготовим в это время остальные ингредиенты. Здесь у меня стакан риса, отправляю рис в кастрюльку. Заливаем водой. Рис – это основа наших домашних ленивых голубцов. И чтобы голубцы получились вкусными, нужно соблюдать несколько очень простых правил при варке риса. Во-первых, рис необходимо тщательно промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Во-вторых, воды должно быть немного больше, чем риса. И, конечно же, не забываем посолить. Варим рис 10-15 минут с момента закипания на слабом огне. А у меня здесь 700 грамм фарша. Это куриный фарш, но вы можете также взять смешанный фарш из свинины с говядиной или свинины с говядиной и курицей. А возможно, вы даже захотите приготовить голубцы с индейкой. Здесь на ваш вкус и на ваш выбор. Приправляем фарш по вкусу солью, черным молотым перцем и можно добавить немного паприки. Вы также можете добавить какие-то сушеные приправы и специи, тоже если любите, которые найдутся у вас дома и которые хорошо сочетаются с капустой и с мясом. Отставим фарш на пару минут в сторону и ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Ну что, мои дорогие зрители, пришло время заняться самой слезливой частью процесса – нарезать луковицу. Готовьте платочки или очки для плавания, а можете зажечь свечу. Но если вы хотите меньше плакать при нарезке лука, можно предварительно охладить его в холодильнике или же надеть маску для подводного плавания. Шутка, конечно, но попробовать можно. А вообще лук – это волшебный ингредиент, который может преобразить любое блюдо. Я люблю добавлять в фарш для голубцов мелко нарезанный лук. Он придает начинке сочность и пикантность. Некоторые хозяйки предпочитают добавлять лук в фарш для голубцов сырым. Это тоже очень вкусно, я тоже так люблю и иногда готовлю, но чаще всего я немного обжариваю лук, потому что, на мой взгляд, так лучше раскрывается его вкус, и фарш получается очень нежным, и текстура его такая гладкая и более однородная. Нарезали лук и отправляем на разогретую сковородку с растительным маслом. Вы вместо растительного масла можете обжарить лук на сливочном масле или на смеси сливочного и растительного масла. Обжариваем буквально 2-3 минутки на среднем огне, следите за тем, чтобы лук не подгорел.
А пока обжаривается лук, мы с вами натрем на терке одну морковку. Можете взять две, если любите и хотите, чтобы фарш получился красивого ярко-оранжевого цвета. Сейчас мы с вами готовим ароматную основу для наших голубцов. Лук и морковь – это классическое сочетание, которое придает блюду особый вкус и аромат. Так, натерли морковку. Морковка – это не только вкусно и красиво, но это, конечно же, друзья, еще и кладезь витаминов и минералов. Она не только придает нашим голубцам яркий красивый цвет, но и сделает их еще очень полезными. Обжариваем лук с морковкой еще 2-3 минутки до мягкости. Добавим немного черного молотого перца. И, конечно, не забудем посолить. Все уже готово, друзья. Лук с морковкой полностью обжарились. Перемешиваем и снимаем овощи с огня. Обжаренный лук с морковью добавляем в миску к фаршу. И все еще раз хорошенько перемешаем. А пока мы с вами готовим фарш для голубцов, не забудьте поставить лайк этому видео и подпишитесь на канал. Мне очень радостно видеть вас у себя в гостях, и я надеюсь, мы с вами не потеряемся, а увидимся в моем ближайшем видео. А наша капуста уже сварилась. Снимаем капусту с огня. Откидываем капусту на дуршлаг и сливаем лишнюю воду, или достаем капусту при помощи шумовки, выкладываем в миску. Отставим капусту в сторону на несколько минут, чтобы она немножечко остыла. А мы с вами вернемся к рису. Не забываем, что рис на плите, и он уже сварился. Рис впитал в себя всю воду, посмотрите, какой рассыпчатый получился. Теперь добавляем рис к нашему фаршу с луком и морковкой. Этот рецепт универсальный, и он мне нравится тем, что пропорции всегда можно подобрать на свой вкус. Можно добавить, сделать котлетки более мясными, ленивые голубцы, а можно добавить наоборот больше риса. Здесь по вашему вкусу и по вашему желанию, друзья. Хорошо перемешали рис с фаршем до однородности. Готово. Теперь в миску разбиваем 2 куриных яйца. К яйцам добавляю немного соли и все хорошо перемешиваю при помощи венчика или обычной вилочки. Просто смешиваю яйца, взбалтываю до однородности. Готово. Пока отставим яйца в сторону. А наша капуста уже полностью остыла. Посмотрите, вот такая мисочка капусты получилась. Теперь набираем горсть капусты прямо ладонями, руками и хорошенько отжимаем лишнюю влагу, лишнюю воду из капусты. Чтобы капуста не была водянистой и голубцы хорошо держали форму. Набираю следующую горсть и вот так вот все очень просто, хорошенько выжимаем воду из капусты. Вот такая вот получается отжатая капуста без лишней воды, без лишней влаги. Все готово, друзья. Отжатую капусту складываем в миску. И теперь сюда к капусте мы с вами добавляем наш фарш с рисом, с луком и морковкой, со специями. Очень аппетитно выглядит уже, друзья. Аппетит разыгрался не на шутку, но уже совсем скоро все будет готово. Хорошенько смешиваем фарш с капустой.
Добавляем сюда яйца. И еще раз хорошенько смешиваем фарш, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и масса получилась однородной. Чтобы капуста распределилась равномерно по всему фаршу, рис хорошо смешался. Теперь нарезаем пучок укропа или петрушки меленько. Я рекомендую использовать укроп, потому что он просто идеально сочетается с капустой. Делает начинку особенно вкусной. Вот так, все мелко нарезали. Нарезанный укроп я делю на две части, потому что одна часть укропа мне понадобится чуть позже, а большую часть я отправляю к голубцам. Так, добавляем укропчик и еще раз перемешаем. Сочетание куриного фарша, риса и овощей – это классика, которая никогда не выйдет из моды, всегда будет актуальной и востребованной, но вы можете добавить свою изюминку и сделать блюдо еще более интересным. Например, вы можете добавить немного тертого сыра или мелко нарезанные грибы. Экспериментируйте, друзья. А сейчас я буду обваливать наши ленивые голубцы в панировке. Можно запанировать их в сухарях, а можно в муке. Поэтому насыпаем на тарелку панировочные сухари или муку и набираем немного массы, немного нашего фарша и формируем вот такие симпатичные аппетитные котлетки. Давайте приготовим еще один голубчик. Набираем фарш. Руки можете смочить водой, чтобы он не прилипал к рукам и руки оставались чистыми. Вот такие вот симпатичные котлетки получаются. Все делается очень быстро и просто, друзья. Вы можете готовить вместе со мной. Ингредиенты всегда находятся в описании под видео. Обязательно загляните. Там я все подробно всегда для вас пишу. Пользуйтесь на здоровье. Также при приготовлении голубцов, при формировании, вы можете одеть перчатки и даже смешивать фарш при помощи перчаток руками. Так получается еще быстрее. Все, налепили голубцов. Лишние голубцы вы можете заморозить, если не сразу же всю порцию будете готовить. А то количество голубцов, которое вы будете делать сразу на ужин, мы сейчас с вами будем обжаривать. Берем котлетку и хорошенько обваливаем ее со всех сторон в панировке. Как я уже говорила, мука, панировочные сухари. Может быть, у вас есть какие-то еще варианты панировки, делитесь в комментариях. Я буду очень рада научиться у вас чему-то новенькому. И выкладываем котлеты в горячую сковородку с растительным маслом. Я люблю учиться, и действительно, правду говорят, век живи, век учись, потому что сколько бы мы ни готовили, всегда найдутся какие-то новые интересные способы, какие-то лайфхаки, секретики. Поэтому обязательно делитесь теми полезными советами, которыми вы пользуетесь, которые вы знаете, а я, в свою очередь, буду делиться ими с вами, чтобы наша жизнь была еще более легкой, чтобы мы не проводили слишком времени на кухне и оставалось время еще и для других приятных вещей, чтобы мы больше времени могли проводить с любимой семьей. А мы обжариваем котлетки с двух сторон до золотистой румяной корочки. Обжариваем недолго, потому что мы с вами будем запекать их в духовке, поэтому буквально котлетки только зарумянились, мы с вами не доводим их до готовности, а снимаем котлетку и перекладываем форму для запекания. Если вы готовите большое количество домашних голубцов за один раз, то вы можете взять прямо большой противень и запечь голубцы на всю семью. У меня небольшая порция, 4 голубца, 4 котлетки. Я сложила их в форму, накрываю, затягиваю форму фольгой, разогрела духовку до 180 градусов и отправляю голубцы на 25-30 минут. А пока варятся голубцы, я предлагаю приготовить к ним самый любимый, самый вкусный домашний гарнир из картошки. Картошку нарезаем для того, чтобы она быстрее приготовилась. Нарезанный картофель готовится быстрее.
Если мы не нарежем картошку, она будет вариться где-то около 40 минут в среднем, но если мы нарежем ее вот такими небольшими кубиками, она приготовится буквально за 15-20 минут. Друзья, если вы хотите, чтобы я приготовила для вас какие-то интересные блюда, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я всегда читаю комментарии ваши, и я буду учитывать ваши пожелания при приготовлении, при съемке следующих рецептов. Я отправляю картошку в кастрюлю, заливаю водой, чтобы вода покрыла картофель. Отправляем на плиту. И добавляем немного соли по вкусу. Варим картошечку где-то 15-20 минут до полной мягкости, опять же с момента закипания, можно под крышкой. А пока варится картошечка и запекаются котлеты, предлагаю быстро приготовить буквально минутный соус, который хорош к любым блюдам, а к таким домашним котлетам он просто идеально подходит и сочетается. У меня здесь 2 столовых ложки майонеза отправляю в миску, также 2 столовых ложки любого кетчупа и 2 зубчика чеснока. Рецепт очень легко запомнить, всего по 2. Чеснок тру на терке или, конечно, вы можете измельчить его при помощи чесноковыжималки, любым удобным способом. Натертый чесночок добавляем в соус. Он придаст ему пикантность. А также сюда добавим немного укропчика, который мы с вами отложили чуть раньше. И еще маленький секретик этого вкуснейшего соуса – это соленые огурчики. Пикули, как их еще называют, по-моему. Натираем огурчики на терке мелкой и добавляем в соус. Получается очень вкусно. Ни соли, ни перца можете не добавлять. Ничего здесь лишнего не нужно, потому что здесь достаточно соли и приправ уже в самом майонезе и кетчупе. А также в маринованных огурчиках и чесночке. Соус изумительный, очень пикантный, очень быстро готовится. Сверху посыпаю паприкой. И вот такая вот вкуснятина получается, друзья. Пальчики оближешь к любым блюдам. И мне осталось только разогреть молоко. Наливаю в кастрюльку немного молока, у меня здесь где-то стакан, и отправляю кусочек сливочного масла. Ставлю на плиту. Масло должно раствориться, а молоко нагреться, стать тепленьким или даже горячим. Картошка уже сварилась. Готовим из картошки картофельное пюре. Хорошенько разминаем картофель толкушкой, картофель мялкой до однородности. И молоко нагрелось. Добавляем частями молоко с растопленным маслом к картофельному пюре. И делаем вот такое вот нежное, однородное, гладкое, очень вкусное, воздушное пюрешечка у нас получится. Посмотрите, какая вкуснятина! Просто ароматы невероятные стоят на кухне, уже скорее хочется это попробовать. Я немножечко перемешиваю венчиком, можете даже взбить чуть-чуть миксером, если есть желание. Посмотрите, какое оно однородное, гладкое получилось, очень классное. Только ни в коем случае не измельчайте пюре при помощи блендера, получится клейстер. И вот такие вот вкусные домашние котлетки, голубчики у нас получились. Кладем ложечку пюре для сервировки на тарелку. Друзья, все так вкусно пахнет. Я даже не знаю, что я люблю больше, котлетку или пюрешку. Очень вкусно все получилось, очень замечательно выглядит и просто уже невозможно дождаться, чтобы скорее не начать пробовать эту вкуснятину. Посыпаем все зеленью и можно дегустировать. Давайте разрежем котлетку и посмотрим, какие голубцы у нас получились внутри. Не забываем сверху смазать нашим соусом, пикантным, вкусным. Вот такой вот вкусный домашний обед или ужин у нас с вами получился. На его приготовление у вас уйдет совсем немного времени, поэтому обязательно готовьте, делитесь рецептом с друзьями, пишите комментарии. Я всегда рада каждому из вас и рада, что вы доверяете мне, готовите по моим рецептам, смотрите мои видео. Посмотрите, какая нежная пюрешечка. И сейчас будет разрезик.
Такие вот они нежные, рис, фарш. Бесподобные домашние голубцы.